Друзья мои, приветствую, с вами Алексей Азаров. Вы находитесь на канале недвижимости в Италии, который мы уже вещаем достаточно давно, 13 лет. Сегодня речь у нас с вами пойдет о взаимных соглашениях, взаимных условиях между странами. По-итальянски это называется reciprocità, взаимность. То есть взаимность может быть в отношениях между парой, а также взаимность может быть между странами. Что это значит? Я недавно только понял, что лучше всего начать объяснять покупку недвижимости в Италии именно с этого. Потому что прежде чем решиться купить недвижимость в Италии, необходимо зайти на сайт, который будет внизу в описании данного ролика, посмотрите свою страну, плюс-минус основные страны я сейчас с вами разберу. Почему хочу на это обратить внимание? Потому что, как всегда, наш канал настроен только на позитив и экономию ваших нервов, средств, и этого могучего, большого чувства любви к Италии. Потому что когда люди приезжают сюда и у них ничего не получается, из-за балбесов риэлторов или из-за балбесов нотариусов, они начинают ненавидеть Италию, чтобы оно все горело огнем. Чтобы этого всего не происходило, разберем сейчас основные моменты. А именно, еще раз повторюсь, вам необходимо, прежде чем решиться на покупку недвижимости в Италии, посмотреть условия между странами Италии и вашей страной. Италия, Россия, Италия, Украина, Италия, Узбекистан, Казахстан, Таиланд. Потому что, учитывая, что мы работаем на 23 языках, грубо говоря, наш сайт, и мы даем рекламу на основных порталах мировых рекламы, то есть к нам обращаются граждане Канады, граждане Америки и другие иностранные граждане. И поэтому данный вопрос очень актуален. Начнем с граждан Российской Федерации, например. То есть граждане Российской Федерации могут без проблем купить недвижимость в Италии, квартиру, виллу, а также без проблем могут купить землю сельхозназначения. Особое внимание хочу обратить всех на этот момент земли сельхозназначения, потому что, конечно, если вы не граждане Канады, например, которые не могут вообще купить недвижимость в Италии, то же самое, что и итальянцы в Канаде, по-моему, до 24-25 года там ограничений. Но в любом случае, я сейчас говорю на данный момент, граждане Канады не могут купить. Обращаю внимание на сельхозназначение земельные участки, потому что в основном страны, сейчас тоже мы их будем разбирать, не разрешают покупку как физическим лицам, так и юридическим лицам. Поэтому граждане Российской Федерации могут покупать все без проблем. Граждане Украины могут покупать недвижимость, также апартаменты, виллы, но не могут покупать земли сельхозназначения. Граждане Армении могут покупать также недвижимость, апартаменты, виллы, но не могут покупать без особого вида на жительство. Особый вид на жительство, это можно уточнить в консульстве Армении, покупать земли сельхозназначения. Граждане Белоруссии могут покупать апартаменты, виллы, но не могут покупать земельные участки, то есть запрещено при любых обстоятельствах. Только граждане Беларуси. То есть я все это говорю наоборот. Естественно, нас смотрят итальянцы, итальянские мои коллеги, итальянцы в Беларуси не могут купить земли сельхозназначения, вдруг кто-то решил там картошку выращивать или какой-то бизнес там открыть, агробизнес. Дальше, что у нас? Граждане Казахстана. Граждане Казахстана, так как я сам
с Казахстана. Граждане Казахстана могут что сделать? Ничего. Граждане Казахстана, к сожалению, без вида на жительство, постоянного, извиняюсь, вида на жительство, не могут купить апартаменты, виллы, вот. Ну и также земельные участки. Но могут купить есть через компанию. Да, то есть, если у вас нет постоянного вида на жительство, то можете купить через компанию. Но опять-таки, будьте внимательны. Условия соглашения, взаимности, да, условия. Граждане Казахстана, например, могут открыть компанию, да, ООО, но не могут сразу стать администратором уникум, то есть, ну, грубо говоря, там, гендиректором, да. Это можно сделать, кому интересно, кто там будет открывать, там, без проблем проконсультирую, они могут это сделать, но после того, как нотариус подаст, когда вы идете к нотариусу открывать компанию, а компании в Италии открываются только через нотариуса, вот, когда нотариус зарегистрирует и сделает транскрипцию в государственных органах и уведомит торгово-промышленную палату также о том, что была открыта компания. Вот. Только после этого вы можете через бухгалтера адекватного поменять и поставить уже себя туда. Вот. Ну, это отдельная тема, вот, для граждан Казахстана, потому что я уже не раз делал данные операции, и там ничего сложного нет, кроме того, что опыт. Кто у нас еще там? Граждане Таиланда могут купить апартаменты, тоже без проблем. Земли, естественно, купить не могут, так как это там, в Таиланде это собственность короля. Вот, естественно, здесь также они не могут купить земли. На что хочу обратить внимание, когда вы приходите к риэлтору, еще раз посмотрите ссылку, которая будет внизу в описании, она вам сэкономит время. Потому что когда вы приходите к риэлтору и говорите, что здрасте, там, хочу купить эту виллу за 2 миллиона, хочу купить квартиру за 50 тысяч, риэлтор говорит: ура, спасибо, здорово, отлично, идем дальше. Естественно, он не соображает и не понимает о том, так как у него есть маленький опыт, и также у нотариусов. Астенерыч, да, будьте внимательны при выборе тоже нотариуса, и риэлтора, и нотариуса. Желательно, чтобы они работали в основном там international, чтобы они работали с иностранными гражданами, потому что иностранными гражданами, они больше знают. Вот. После того, как вы пришли к данному риэлтору, который не компетентен в данных вопросах, вы подписываете предварительное соглашение, вы вносите залог. Все. Дальше, может быть, вы попадаете еще к балбесу нотариусу, и даже такое может быть на сделке нотариус прозревает, например, что ой-ой-ой, а вы не можете купить, потому что Речи Прочита не позволяет данные сие. Все. То есть чей косяк, кто должен платить и так далее. По закону, в принципе, учитывая, что незнание законов вас не освобождает от ответственности, да, вас, а это деньги. То есть залог, который вы внесли, там, например, граждане Молдовы, кстати, да, хотят купить земли сельхозназначения. Все, делают предварительное соглашение, подписывают его, отправляют залог. Вот. И потом, например, уточняется, что, оказывается, они не имеют права покупать. Естественно, риэлтор даже не знает, что такое Речи Прочита, иногда, может быть, даже и нотариус это не знает. Что получается? Вы должны данный залог свой потерять, потому что то, что вы не знали, никого не интересует. Конечно, вы обратитесь к риэлтору, скажете: уважаемый, ты идиот. Естественно, как говорят в основном наши коллеги, там, ми диспиачи, как бы, да, то есть мне очень жаль,
и, может быть, даже вы уже оплатили ему какой-то залог. Имеется в виду не залог, а имеется в виду там половину части его вознаграждения. То есть здесь еще раз будьте внимательны, посмотрите сайт, который будет внизу в описании данного ролика. Это вам сэкономит деньги, нервы и, как всегда, подарит позитивное настроение покупки недвижимости в Италии, если это возможно. Если есть сомнения, естественно, обращайтесь ко мне, я вам помогу, если это реально осуществить, смотря что вы хотите купить. Я сейчас не разговариваю о том, что про наследство, про покупку коммерческой недвижимости, потому что очень много тогда, я сейчас в последнее время делаю небольшие ролики, вот, чтобы не был ролик там по 40 минут, как я раньше делал, можете посмотреть, я еще был с такими длинными волосами. Делаем короткие ролики, у кого будет конкретика какая-то по покупке именно недвижимости в Италии, как бы я, естественно, отвечу. Коснемся также граждан Молдовы. Граждане Молдовы могут купить без проблем апартаменты, виллы, но не могут купить земли сельхозназначения. Хотя, естественно, в каждом законе, в каждом нюансе, в каждом артикуле, да, этих законов есть нюансы. Например, там, граждане Молдовы не могут купить земли сельхозназначения, но если они, например, покупают виллу, дом, да, с землей, а у этой виллы и земли, так как она построилась и взяла строительные индексы от этих, там, например, 5 рядом участков сельхозназначения, и это является винкулом, да, то есть обязательством таким при продаже, при покупке, извиняюсь, покупать также эти 5 земельных участков. Вот. Поэтому это можно сделать. То есть здесь надо лавировать и понимать специфику данных законов. Опять-таки, адекватные нотариусы в основном пишут в министерство пишут, да, юстиции, и спрашивают: уважаемое министерство, смотрите, ситуация такая, там ко мне пришел иностранный гражданин, он хочет там купить это. И, как показывает практика, Министерство юстиции очень себя ведет классически, потому что никто не хочет брать на себя ответственность. Все. И в основном они пишут, что данная тематика, она зыбкая и на рассмотрение нотариуса. Опа! Все смотрят на нотариуса, ответственность нотариуса. Естественно, нотариус принимает решение, опять-таки юридическое, на свое усмотрение. Естественно, общается с коллегией нотариусов там, в Риме, ну, еще с разными уважаемыми специалистами, с коллегами, вот, и принимает то или иное решение. Но в любом случае, изначально, чтобы не доходило до каких-либо моментов негативных, смотрите, что вы можете купить, что вы не можете купить. Данные взаимные условия не распространяются для граждан Евросоюза, то есть я если в Италии, для граждан Евросоюза это не распространяется условие. Далее это условие не распространяется для граждан, для иностранцев без гражданства, которые прожили не менее 3 лет в Италии. Далее это не распространяется на иностранных граждан, у которых есть вид на жительство, постоянный вид на жительство. Опять-таки, видите, например, граждане Казахстана только постоянный вид на жительство. У некоторых условий, что, например, граждане Молдовы, если они еще пока не в Евросоюзе, да, то есть они должны получить визу Д также и получить вид на жительство. То есть на них тоже, если у них будет хотя бы вид на жительство, то им спокойно можно купить земли сельхозназначения. Все. Вот, поэтому иностранные граждане, у кого есть вид на жительство, постоянный вид на жительство, также это не распространяется, опять-таки, не для всех, но в основном. И беженцы, которые прожили не менее 3 лет, также это не распространяется. Но опять-таки необходимо всегда все это уточнять. Сейчас говорю на данную секунду, может быть что-то изменится.
Так как, например, с Российской Федерацией раньше был большой лист, где четко было все расписано. Сейчас, если вы сейчас зайдете на сайт, там вот такой небольшой листик, где одни ссылки на директивы, ссылки, все. Вот. На этом коротком, как всегда, позитивном ролике мы заканчиваем. Будьте внимательны, остерегайтесь непрофессиональных агентов по недвижимости. Если у вас какие-то будут вопросы, обращайтесь, мы вам всегда поможем. Всего хорошего, берегите себя, своих близких. С вами был Алексей Азаров. Пока.